Привет, это Нарл, и сегодня я хотел осветить бы то, о чем многие меня уже очень давно просили, а у меня все никак не доходили руки. Отвечаем на самый главный вопрос. Насколько хорошо видят скелеты? Да, это долгожданная рубрика, где я покажу поближе косплейные образы и расскажу, как они делались. И начнем мы с костюма Фейна. Той версии, которую я называю Фейн Маг, потому что он в мантии. И начнем мы с самой важной, я бы даже сказал, Фейна определяющей части. С черепа. Их вообще было два на самом деле. 4, 6. Давайте остановимся на удачных вариантах. В этом образе черепушка закрыта капюшоном, и поэтому я решил, что мне достаточно будет только версии, которая закрывает лицо, то есть не шлем, а именно маска. Но при этом глаза должны светиться, и рот должен открываться. Самая первая версия маски была сделана с помощью пипакуры. Это бумага, эпоксидка, картон, эпоксидка. Еще я добавлял туда папье-маше, евы, словом, слепил ее из того, что было. И в этой версии черепа была отправлена заявка на Комик-кон. Удивительно, но она была одобрена. Не мной. Я, как посмотрел на эти фотки, сразу понял, что это никуда не годится, поэтому открыл ZBrush, накидал там примерную форму черепа, острый подбородок, брови, звезда во лбу. Один зуб я убрал, чтобы попивать сок через соломинку, так и не пригодилось. Ичиго мне это все распечатал, промыл в ацетоне, мы тогда печатали ABS-ом еще, и в принципе маска была готова. Покрасил пару слоев белым, фиолетовым, золотым. Добавил резинки к рту, к нижней челюсти. Резинки, чтобы крепить это к голове, и готово. Вот, кстати, зуб которого нет. Ну и раз уж мы говорим о маске, то отвечу на тот самый вопрос из начала видео. Видно в ней лучше, чем это кажется со стороны. В глазницу вставлено несколько слоев сетки, и по центру маленькая лампочка светодиод. Сетка почти не мешает обзору, а светодиод настолько маленький, что глаз его просто не замечает. Кстати, расположение светодиода за сеткой позволяло добиться красивых лучиков света на кадрах. А вот минусом как раз является огромная глазница. Тут слишком много пространства, и свет сквозь эту сетку попадает прямо на мое лицо. И его становится видно. То есть, если кто-то фотографируется вспышкой, или если мы где-то на открытом воздухе, то все. Вот эта вот магия пустых глаз, она тут же теряется. Дальше костюм. Он там стоит, еще на картинке здесь появится. В игре он выглядит вот так, но эта цветовая гамма мне абсолютно не нравилась, поэтому я нашел в игре вот этот интересный вариант. А чуть позже в артбуке к игре я нашел вот этот потрясающий концепт, который, в принципе, соответствовал тому костюму, но он мне понравился больше, поэтому я решил, что буду придерживаться его. Шить мы умеем никак, поэтому я обратился к швее, той самой, которая шьет мне все костюмы, чтобы она помогла мне с базой. Я пошел в шторный магазин и набрал себе самых красивых штор. Во-первых, шторные материалы лучше, больше похожи на то, что я хочу видеть в итоге. Это какие-то аутентичные средневековые костюмы. А во-вторых, шторный материал стоит дешевле, потому что ширина там 3 метра, почти 3 метра ткани против 1,5 метров обычного куска ткани. Структура у мантии сложная, и мы разбили ее на части. То есть сначала идет вот эта зеленая основа, потом коричневая юбка, потом красный подъюбник. Хотя нет, красный подъюбник даже был в самом начале. Потом идет фартучек, потом наплечники, к наплечникам крепится капюшон, и вот все это должно как-то между собой крепиться, чтобы не падать и не разваливаться. После того, как вот эта база была собрана, я обклеил некоторые края полосками из Евы и покрасил ее в золотой, такое темное античное золото. После того, как это высохло, я нанес к светлым золотым контурам своеобразные руны по всем вот этим полосочкам. Еще мы повесили много цепочек, но все это выглядело слишком пустовато, и поэтому я решил для себя, что сделаю несколько знаковых для меня предметов из игры и повешу всех их прямо на пояс своего костюма. Итак, после долгого и тщательного анализа я выбрал себе, во-первых, маску перевоплощений Фейна.
Конечно, не в полный рост, потому что она огромная. А чтобы еще поверх моей черепушки налазила, это надо было ее абсолютно ведром каким-то делать. Поэтому мы ограничились маленькой миниатюркой. Она 3D-печатная, сглаженная и висит серебряная такая на поясе. Красиво. Коготь зайка. Это такой предмет, который делал любое блюдо отравленным. Это просто must-have для Фейна. Пирамида телепортации, много разных вариантов. Она вообще изначально красная была. Потом я ее покрасил в желтый цвет для абсолютно другого костюма для Торби, потому что желтый был лучше. Эта версия сделана из картона и наслоений из Евы. Абсолютно простая, она тоже болталась на поясе. Но после этого я делал еще не одну версию из 3D-печати. И после того, как мы на 3D-шили много-много пирамидок, у меня их стало очень-очень много. Ну, логично, мы же на 3D-шили много. Никто не хочет их купить! Пирамидка в итоге тоже стала мемом. С подачи Ехи это появился мем «Держи пирамидку», и Маша, благодаря своим комиксам, его расфорсила. Привет, Ехи, привет, Маша. Держите пирамидку. А еще пирамидка стала неотъемлемым атрибутом почти всех моих видео. Вон там стоит. Книга на пояс. К сожалению, у меня ее тоже нет. Ну, точнее, этого именно варианта. За основу я выбрал книгу скиллов магии призыва из игры. Мне просто очень нравилась эта рогатая рожица на логотипе. Книга была сделана по учебнику книгопечатания, но абсолютно все правила в ней были нарушены, потому что ее делал я. С другой стороны, она вышла прикольная. Я сделал из картона, а может быть это было ДВП, я уже не помню, обложку, обтянул ее кожзамом, страницы распечатал заранее и поместил их в кофе, чтобы они были более старые, собрал это все и повесил книгу на пояс. Нож. На самом деле я просто выбрал какой-то красивый концепт в интернете, по-моему, он вообще из Скайрима. Картон, Ева, эпоксидка, куда же без нее, все покрашено. Ножны тоже из Евы. Еще я сделал много разных рун, вот целых 2. Просто развесил все по ремешку. Еще были колечки, кошелечки, сумочки. В общем, вышло так, что одного ремня мне не хватило, и пришлось сделать 2. Еще рядом с книгой должны были висеть свитки. И я тоже взял игровой вариант. Это свитки заклинаний школы магии, стихии земли и огня, свернутые в рулон бумажки, простаренные точно так же с помощью кофе. И вот такая вот печать из Евы с символом стихии сверху. Зелье с ядом. Пока ты нежить, никто не похилит тебя так хорошо, как ты бы сделал это сам. Это, кстати, баночка из-под сока от смешариков. Из смешариков. Полосочки из кожзама, Евы, ключики и прочий декор. Ну и вода с зеленым красителем. Кажется, примерно что-то такое же было у меня на костюме техножреца. А нет, там был Тархун, я же потом это все сидел и хлестал после фестиваля. Наручи. Тоже не по канону, но мне надо было чем-то закрыть стыки перчаток и рукавов, а те тряпичные мне не очень нравились, поэтому я сделал такие вот латные и добавил туда красной ткани, чтобы это все подходило в цвет общего костюма. Ну, латы, конечно, были сделаны из Евы и покрашены серебряной краской, тут ничего нового. Еще от них шел длинный бинт, который обматывался вокруг кисти руки, чтобы не соскакивать с этой самой руки. И вообще, я называю это классикой РПГ, что налутал, то и носишь. Сами по себе костяные руки — это, кстати, резиновые перчатки. Они довольно большие, поэтому режут вот в этом месте. А еще здесь очень много бинтиков, потому что мне пришлось их уменьшать, разрезать, и, короче, перчатки перештопаны, а склеить их нормально я не могу, потому что это какая-то резина непонятная. Самое здоровское, что они пришли буквально за пару дней до того, как я уехал на фестиваль. И мне не пришлось ходить в позорном варианте. Позорный вариант — это когда я просто коричневые перчатки носил вместо вот этих рук. Блокнот Фейна. Буквально единственная его вещь, личная вещь с начала игры, если не считать маску перевоплощения, которую стащила ведьма. Сделал его, обклеив свой ежедневник полосками кожзама. Здесь даже есть календарик старый. Возвращаем вас в 2007. Оружие. Какой же маг без волшебной палки? И я хотел себе именно жезл, потому что посохи слишком огромные, и транспортировать его в другой город было бы огромной проблемой. Не говоря просто о том, чтобы носить его. Я выбрал самый интересный, на мой взгляд, жезл. Это жезл избавления, который помогал нам на первых порах бороться с вопящими.
Основа из сантехнических труб, нанизанные на нее камни и вот эта вот рука с пальцами — это пеноплекс. Камушек 3D печатали из прозрачного пластика, внутрь добавили светодиоды, оп, даже светится. На поверхности камня уже по традиции нарисовал всяких рунов. И вот так вот все, костюм готов. Поехали с ним на Комик-кон. Заявку, кстати, в итоге одобрили, даже с тем дурацким черепом. Но не на конкурс, а на внеконкурсные, где все выступающие проходят по одной большой сцене. Вот перед тем, как подойти к этой сцене, мы с Эбисом были, он в роли Ифана был. Мы встретили там Рокси, которая была в костюме Лоусы. Она помогла придумать нам мини-сценку, которую мы вот там вот прямо на сцене Комик-кона и воспроизвели. Вышло, наверное, круто. По крайней мере, мне нравится. Это был мой первый выход на такую большую сцену. А отсутствие затылка на маске мне как раз здесь и аукнулось. Когда я резко дернулся, у меня слетел капюшон. До сих пор стыдно. Кстати, там же я, когда выхватывал Лоусы, я очень сильно дернул Рокси за руку. И мне тоже до сих пор стыдно. Ну что, я вроде бы все рассказал. Если что, у меня есть Бусти, где есть более подробно расписанная статья с картинками и со всем прочим. Уже давно, кстати. А дальше нас ждет второй образ Фейна. Когда-нибудь в другой раз, конечно. Я не просто сшил новый костюм, я переделал буквально каждую часть этого костюма, так что, в принципе, это действительно отдельный рассказ. И, как говорится, это уже другая история. А вы напишите в комментариях, как вам вообще эта новая рубрика, стоит ли она того, потому что у меня есть несколько костюмов, про которые я бы мог так рассказать в подобном формате. Пока!